Михаил, посоветуйте, пожалуйста, интересный сериал. Значит, интересный сериал, но самый крутой последний, я думаю, это «Фарго». Он даже лучше, чем фильм «Фарго», особенно первый сезон. А так-то их много. Я люблю английский. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Да, Сергей, пожалуйста. У меня такой вопрос. Были слушатели, которые звонили ранее, которые вот развелись, у них были проблемы не с детьми, а с женой, а конкретно с бывшей. И вот я 5 лет был в браке, вот, и мы вдвоем приняли решение развестись. Вот. И договорились, что чтобы не было, между нами не должно быть напряжения никакого, потому что ребенок это все почувствует. Ребенку 3 года сейчас, дочка у меня. Вот. И я помог с переездом в другой город, а сейчас, то есть мы еще официально не разведены, но в этот период я нашел себе девушку. Вот. Я сейчас в отношениях с ней, и она, узнав об этом, ведет себя, так сказать, ужасно. Она — это ваша бывшая жена? Да. Ведет себя, режет все общение с ребенком. Я могу общаться только через родственников. Вот. И сейчас я как раз вот был у ребенка, то есть с ребенком все хорошо, но я боюсь, что вот эта ее обида на меня, непонятно чем вызвана, хотя мы обо всем договорились, пожали друг другу руки, она будет с ней, долго, и в конце концов это будет проецироваться на ребенка. И мой вопрос в том, как бы вы могли бы, может быть, дать совет какой-нибудь, может быть, если она услышит, потому что мои мольбы о том, что разобраться... А она сейчас слышит нас? Я надеюсь, что когда-нибудь она услышит, она слушает ваши эфиры. Давайте поговорим об этом. Во-первых, почему такая ситуация? Так как я уже больше 30 лет работаю психологом и семейным психологом, я давно заметил, что пока женщина свою жизнь лично не устроит, а если мужчина ушел к другой женщине или нашелся другую женщину, то у нее, конечно, агрессия, злоба, недовольство начинает там бурлить. И это надолго. Стоит ей найти себе мужика какого-нибудь, она быстро успокаивается, и вообще все пофигу. Женился ее бывший муж, не женился, с кем он, один, не один. Но, к сожалению, такая вот психика у людей, не знаю, с завистью как-то это связано, с жалостью к себе связано, что мужчине, мол, проще найти, женщине с детьми сложнее, но там целый ворох этого бреда. Короче, в результате, к сожалению, это правда. После развода, для того, чтобы она стала себя вести по-другому, найдите, может быть, кого-нибудь. Сергей. Я? Ну, не я же. Да, я про вас говорю, да. Угу. Как вы жениха найдете, она сразу будет доброй. Она как почтальон Печкин с велосипедом будет. А сейчас она у нас без велосипеда. Так. А вы как раз с велосипедом. Это первое. Второе. Попробуйте, чтобы жизни ребенка не подвергать... Да, большое мужество как бы от матери требуется, чтобы разделить интересы ребенка и свои. И то, что ей обидно, это ее как бы проблема. Но то, что она не только вам создает проблемы, но и ребенку, это уже проблема ребенка. Потому что, ограничивая в общении, она же и ребенка. Вот тут я могу тряхнуть как раз своими заплесневелыми знаниями. Есть такая глава 11 Семейного кодекса, называется «Права несовершеннолетних детей». Там написано, что общение ребенка с родителем является правом самого ребенка. То есть она не только вас наказывает, понимаете, да, она наказывает еще и ребенка автоматом. И я вам советую с женой сесть мирно и договориться вот каким образом. Составить мировое соглашение, называется об осуществлении родительских прав родителям, проживающим отдельно, где будет прописано, как вы будете общаться. Вот конкретно дни, часы, отпуска, каникулы, праздники большие и маленькие, где чередоваться, где вот половина праздников и так дальше. Потому что тогда приходится формально договариваться, потому что сейчас у жены такое настроение, завтра другое настроение. И вы, не дай бог, с девушкой расстанетесь, она может вообще обрадуется, ребенку вам на воспитание отдаст. Короче говоря, да, ее проблема в том, что она чисто по-женски, пока не нашла себе никого, будет вот так вот вымещать это. Она думает на вас, на самом деле, конечно, на ребенке тоже. Вот. И, видимо, эту мысль надо до нее донести, что она ребенку тоже плохо делает. Да, я это понимаю и стараюсь гладить конфликты, не реагируя на ее ненависть. Но она изливается, то есть, настолько, что уже пишет моей вот нынешней девушке. А что она делает или что она говорит?
Она говорит, что, ну, тут много непристойных слов будет, я не хочу Вы, объяснить. да, Говорит. вы пристойно как-то объясните. Ну, она говорит о том, что я как бы предал ее, что она всегда была, ну, как бы там, всегда со мной, все делала для меня, и тут я как бы ее предал. Хотя мы договорились обо всем, но это понятно. Вот. А по поводу ребенка я не понимаю, в чем дело, потому что мы договорились с ней, что бы ни случилось, то есть с ребенком все будет хорошо, мы не будем это напряжение. Мы, в принципе, из-за этого и развелись. Это одна из причин, чтобы ребенок воспитывал эту модель невротических отношений. А вы в Москве живете? Нет, я не живу не в Москве. А жена ваша? Моя жена живет в Уланово, между нами 500 километров. Понятно. Ну, короче говоря, не дразните ее своей барышней, и ситуация уляжется потихоньку. Михаил, добрый день. Сестре 2 квартиры оставляет родители. Мне место на кладбище. Смешное начало. При этом упрекает сестра в том, что мне это место достается. В результате, так как все идет от сестры и мамы, с сестрой не общаюсь, а с мамой минимально. Что делать? Нужно все принять и общаться, пока не получается. Вы знаете, ну, что делать вам самим надо решать. Что вы хотите, то и делаете. Вопрос вот в чем. Вы на них обижены, а они ведут себя как люди, которые на вас обижены, что вы что-то получили не свое. Вот. Предложите махнуть место на кладбище на квартиру, например. Может, они придут в сознание. Так. Вот про нетрадиционную ориентацию. В 14 лет маме признался. В глазах я видел недоумение. А эта девушка нам пишет. Я пыталась с ней заговорить, она не хотела обсуждать. Подскажите, пожалуйста, напрасны ли мои опасения или нет. Опасения по поводу чего? Что мама это не примет. Мама, видимо, должна несколько этапов пройти в осмыслении того, что на нее свалилось, как она считает. Что сначала она это не принимает. Она думает, ну так, просто ребенок еще себя ищет, 14 лет и так дальше. Потом, когда она поймет, что это, ну, уже серьезно, она там попереживает и в конце концов примет. Вот так я думаю. Добрый день. Алло, здравствуйте, Михаил, меня зовут Евгения, звоню вам из города Рен. Какой город? Рен. Рен, точка? Ренн. А где находится город? Рен. Во Франции. Я думал, около Ивана вроде нет такого города. Ну, точно. Не Калужская область. Так. У меня такая интересная ситуация случилась. Я приехала работать химиком-исследователем в организацию, и меня уволили в течение испытательного срока из-за того, что у меня не было иммунитета к гепатиту Б. А работа подразумевала работу как раз-таки, вот, извиняюсь, в цитологии с такими образцами. Вот. И потом они мне еще начали делать вакцинацию, то есть потом поняли, что это долго занимает время, и решили, пока испытательный срок не закончился, уволить. Вот. И у меня вот на фоне этого такой, ну, огромный стресс. И в течение месяца я искала работу, нашла, в итоге сейчас вроде все хорошо, но у меня в сознании сидит жуткий страх, вот повторение этой ситуации, повторение тех чувств, эмоций, и я еще из-за этого не могу учить французский. То есть проблем с изучением языков у меня нет, потому что я свободно говорю на 3 других языках, за исключением русского. Вот как быть с этим? Потому что у меня вот на работе я... По-русски тоже ничего говорите. Спасибо. Смотрите, я хочу юридический аспект понять. Эта информация должна была быть, ну, как бы предоставлена, вы ее скрыли. Какое основание для увольнения? Основание такое, что они, во-первых, они не предупредили о том, что я буду работать с такими образцами. Они не предупредили. Вы имели право и не иметь иммунитета или что там, и, короче, не предоставить им эту информацию. Я правильно понимаю? Нет, зачем? У меня была вакцинация, но, видимо, это было очень давно, и организм уже не вырабатывает то нужное количество... Но они не предупредили об этом. Нет. Может, вам юриста себе нанять, просто решить проблему с компанией. Вас на работе установят и деньги вернут. Не хотите попробовать? И сразу от сатисфакции сразу самооценка пойдет вверх. Потому что сейчас вы себя чувствуете как бы униженной, проигравшей, правильно? Все это вас угнетает. А если вы, например, это дело выиграете, возьмите юриста, поговорите, насколько у вас есть перспективы. Я не знаю, как во Франции, там, может быть, вообще есть какие-то тоже суды по трудовым отношениям. Попробуйте, пообщайтесь. Дело в том, что они это сделали в течение испытательного срока, буквально в последние дни. Неважно. Причина. Испытательный срок, вы должны были не справиться с обязанностями. Здесь нет вот той причины, о которой вы говорите. Но я точно не юрист по трудовым спорам и вообще никакой юрист, поэтому тут со мной бесполезно говорить. Хорошо,
И совет, значит, мой совет какой? сначала попытаться это дело выиграть. Если не получится, тогда вы будете принимать дальше решение. Решение принимается очень просто. Вы не идете там, где вам некомфортно. Это никакого отношения к карьере не имеет. Это вам кажется, что вы там теряете какое-то драгоценное место. На самом деле, я знаю, ну, такие у нас были где-то после школы, лет 17-18, был у меня роман с одной девушкой, она долго выбирала, я был такой парень бесперспективный, потому что я то работал, то учился, то вообще ничего не делал, и много курил при этом. А у нее был одноклассник, подающий надежды. И вот они поехали, ну, она его выбрала, он всю надежду оправдал. Вот. Приехали они в Америку, она вообще такой мечтать не могла, только перестройка началась. Получили работу в Америке, и вдруг через день им говорят: слушайте, у нас денег больше нет, так что валите обратно к себе домой. И у нее все планы разрушились. Она стала опять на меня поглядывать, а я продолжал ничего не делать, поэтому действительно были... Короче говоря, парень, который тоже, ну, муж ее не привык проигрывать, он лег в депрессии на диван и ничего не делал годами. И в результате вот такой ситуации он стал миллиардером, короче говоря. Он сначала пытался с балкона выброситься, но потом стал миллиардером. Вот. Так как миллиардеры, они все наперечет, я даже не буду указывать ни компанию, ни как его зовут, чтобы вы просто поняли, что никто не знает. Помните моя любимая присказка, как одна девочка получила 5, шла, подняв гордо голову, и сломала себе ногу. А другая получила 2, опустила глаза и нашла кошелек с деньгами. Поэтому вы делаете то, что вам комфортно. Вот если вам неприятно там дальше туда биться, не надо этого делать. Если вы хотите доказать свою правоту, я думаю, юрист вам может помочь, потому что это не испытательный срок. А то, что у вас была давно вакцинация, к испытательному сроку отношения вообще никакого не имеет. То есть я бы попробовал бы, ну да, замечательно, нет, значит, пошла себе искать другое место. А скажите, как с языком быть? Потому что у меня такое отвращение... Вот как, не знаю, остановилась и все, вот не хочется. Тем более сейчас я нашла работу, я говорю на английском, то есть нет необходимости общаться на французском. Не надо учить язык, если не хочется. Может, какого парня встретить, и сразу захочется. Я же не знаю, сейчас не хочется. У меня, между прочим, во Франции даже есть улица в Париже имени моего дяди, это вообще никогда не... Не, был в Страсбурге на один день, но это не Франция. Мне тоже неохота французский учить. Так что ничего личного, не надо делать то, что вы не хотите. Хорошо. Спасибо большое вам, Михаил. Да, спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. Продолжайте нас слушать. Михаил, по вашему правилу 3 сразу говорить то, что не нравится. А что, если в этот момент у меня шок? Например, при неожиданной агрессивной критике, когда я включаюсь с момента Путин. Спасибо, Марина, Москва. Марина, вам спасибо за вопрос. Да ничего страшного. Когда в сознание придете, тогда и скажете. Не все люди даже понимают в момент, когда им неприятно, что им неприятно. Добрый день. Михаил, добрый день, меня Кирилл зовут. Здравствуйте, Кирилл. У меня вот такой вопрос. Мне 33 года, я вполне нормальный молодой человек, ну, не самый страшный, не урод, не инвалид, все у меня в порядке, но вот почему-то в мои 33 года у меня еще ни разу не было нормальных отношений с девушками. Вы имеете в виду секс, или вы ни с кем не жили? Я ни с кем не жил. А секс у вас уже был? Ну, конечно. Вы встречались? Да. Но до того, чтобы пожить вместе, не доходило? У меня были такие случаи, когда мне нравились девушки, но у нас с ними просто ничего не получалось. Либо были такие случаи, когда девушка меня особо не интересовала, у нас был секс, но потом какое-то время мы с ней встречались, бывало, что жили, но как бы мне это не надо было, по большому счету. А так тогда, если вы даже жили, то каких отношений у вас не было? Вы не в браке не были еще? Что вы имеете в виду? Нет, я имею в виду то, что у меня не было отношений, которые бы устраивали меня. И в чем вопрос? Вопрос в том, как вот найти в себе вот эту причину или в чем-то еще. А я могу ее найти, прямо не отходя от кассы, даже искать не надо. Будьте добры, пожалуйста. Это, к сожалению, говорит о том, что у вас с родителями невротические отношения. Значит, история очень простая. Мне нравятся те, которым не нравлюсь я нравлюсь тем, которые не нравятся мне, а так, чтобы совпадает, этого у меня не было. Вы это же хотите сказать, правильно? Не совсем так. Тогда скажите по-другому. Ну, вот последний раз у меня было несколько случаев, прямо похоже 1 на 1. Я встречаюсь с девушкой, у нас там проходит первое свидание или просто встреча, и я как бы вижу в ее глазах интерес к моей стороне, в моих глазах интерес в ее сторону.
а потом просто что-то отрезает. Что? У кого отрезает? Ну, я встречаюсь с ней второй или в третий раз, и просто как бы уже во второй раз я вижу в ее глазах интереса никакого нет. Я просто хотел бы уточнить, что мне не нравится и не привлекают девушки, у которых я не вызываю интерес. То есть я не охотник. Мне не нравятся девушки, которым не нравлюсь я, да? Ну, условно говоря, если я вижу, что девушке я не нравлюсь, я не буду бегать там, я понимаю, это здоровое начало. Но мы говорим о тех девушках, которые нравятся вам, а вы им уже на второй встрече не нравитесь. Я правильно вас понял? Бывают такие случаи, да. Вы же о них сейчас говорили. Ну да. Но, к сожалению, то, что я сказал, все правильно. Это оно и есть. То есть не совпадает как бы взаимной симпатии, что ли, не совпадает. Вы молодец, что ни за кем не бегаете, это уже огромный прогресс. Другие-то бегают. Вы знаете, я вам вот что хочу сказать. Когда у тебя тяжелые отношения с родителями, то даже чувство влюбленности вызывает у тебя чувство страха. Потому что ты и в детстве, когда подходил там к маме, ты не знал, как она себя поведет. Вообще орать начнет, может, еще по голове даст. Можно сказать, вообще вали отсюда. И это остается на всю жизнь. Вот в какой-то форме, так или иначе, вот эта ситуация, когда как бы сначала все вот нормально вроде, потом раз, и что-то пошло не так. И вот там она теряет ко мне интерес со второго раза. О чем эта история? О том, что из первого раза не все было как кажется. Потому что это такая немножко заданная история. У нас сейчас будет буквально пара-тройка минут перерывчика, и мы продолжим. И вот она выглядит следующим образом. Вот у меня не складываются отношения, не обязательно, вот как наш молодой человек сказал, там, и девушка может сказать, вот то недостатки какие-то, то интерес теряется. На самом деле психика таким образом функционирует, что вы как бы соскакиваете, вот перед тем, как протянуть руку к последнему вагону, нет, вот он как-то улетает, а вы остаетесь на рельсах. Почему? Есть страх перед браком, перед семьей, перед отношениями. Если, например, у вас была не очень благополучная семья, и вы не готовы к браку, вы же не можете себе сказать, я к браку не готов, я вообще не хочу жениться, замуж, детей и так далее. Людям тяжело в этом признаться, они не всегда, кстати, понимают, что это причина. У них это по-другому выглядит. Вот что-то не могу найти подходящего. Вот что-то отношения не складывается. Вот 2 раза встречались, ничего, а 3-й раз как-то уже не хочется, уже неинтересно. Эта психика таким образом вас все время отводит от вот таких принятий решений. Но, честно говоря, формат радио не позволяет так вот глубоко копать и на вопросы отвечать. Поэтому тут нужно идти к психологу и разбираться. Я и сам не очень понял, что это за этот сценарий у нашего слушателя одинаковый. И он про себя говорил, что это он теряет интерес. Нет, про девушку, что она к нему теряет интерес со второго раза. Зачем она первый раз общалась? Или он как-то себя ведет, что это интерес. С этим надо разбираться. Здравствуйте, Михаил. Такой вопрос. Недавно разошлись с молодым человеком. Буквально за неделю до моего дня рождения. Я честно ждала хотя бы сообщения. С поздравлением так не дождалась. На следующей неделе день рождения у него. Вопрос, стоит ли поступать, как мне кажется, как взрослый человек, и поздравить его. Вообще неправильный вопрос формулируете. Хотите — поздравляйте, не хотите — не поздравляйте. Вот правильный ответ. Добрый день. Говорите. День. Здрасте. Подскажите, пожалуйста, вот у меня тоже есть такая небольшая проблема с мужем. Он человек, несомненно, больших достоинств и, в общем-то, уверен в себе, не какой-нибудь... Неоднозначно звучит фраза «больших достоинств». Вас как зовут вообще? Меня зовут Марина. Марина, да. Но постоянно всех критикуют вокруг. Угу. Вот эта вот манера продемонстрировать свое превосходство над всеми окружающими, даже по пустякам, вызывает у меня дикое раздражение. Я с ним постоянно борюсь, чтобы не спорить по пустякам. Посоветуйте, какими фразами человека остановить в этот момент, чтобы не было пустой, ненужной критики. Объясните ему вот то, что я сказал до вас, что единственная причина такого поведения – это неуверенность и низкая самооценка, которая повышается за счет критики других людей, ситуаций, домов, автомобилей, стран и так далее. Понимаете? Я боюсь, что его это не проймет. Я уже неоднократно... Тогда никак. Он же не ваш сын. Зачем? Такой муж у вас. Принимаете таким или не принимаете его таким? Хорошо, еще один вопрос. Вот у меня детишки. Очень короткий, у нас 30 секунд. Короткие, да. И я старших детей иногда прошу о какой-то простой помощи. Там, отнеси, принеси, сделай то-то.
И постоянно один ребенок отправляет, ну почему должен я, пусть идет сестра. Говоришь сестре, почему должна делать я, пусть идет брат делает. Как тоже вот прекратить вот этот пересыл, пинки, заданий друг другу? Во-первых, это говорит о том, что у вас в доме, видимо, конфликтная ситуация, дети копируют. Во-вторых, наказать обоих очень их быстро это все подружит. Друзья мои, терпение, через 2 минуты продолжим. Алло. Здрасте. Добрый день, меня зовут Маша, у меня есть вопрос. Моему сыну 3 года, с отцом ребенка мы не общаемся, он в бегах и розыске. От вас бегает или от других организаций? Нет, от других организаций. Сейчас у меня отношения, и совместный быт с другим человеком, который воспитывает со мной вместе сына. Ребенок не помнит своего родного отца. Вот. И вопрос такой, как объяснить сыну, когда он будет чуть постарше, что, родной отец где-то есть, но мы не знаем где, и что вот это не родной отец. Вопрос-то такой будет. Так и есть. Так и сказать, да? Да, так и есть. Хорошо, спасибо большое, до свидания. Пожалуйста. Наталья спрашивает: Михаил, здравствуйте, у вас есть другой подход к пожилым людям, кроме психиатра и антидепрессантов? Есть, конечно, Наталья. Еще один психиатр и еще один антидепрессант. Хорошо, я вам отвечу. Значит, психиатры считают, что все пожилые люди, почти все, хорошо, должны принимать антидепрессанты, начиная с какого-то возраста, не знаю, 65-70 лет, потому что у них идут гормональные изменения, и депрессия их преследует просто как такой возрастной атрибут. Теперь по поводу другого подхода. Во-первых, у меня была совершенно гениальная идея, может быть, когда-нибудь она воплотится в жизнь, так как очень много пожилых людей, люди одинокие, а такие же одинокие люди — это дети в детских домах. Их можно было друг на друге замкнуть. То есть, говоря по-русски, то ли детдомовские приезжали бы к пожилым, то ли пожилые к детдомовским. Они, друг друга развлекали. Детдомовские чувствовали себя, что они с людьми общаются. Что-то семейное было. И пожилые не были такие бы одинокие. Может быть, когда-нибудь где-нибудь кто-нибудь это будет делать. А у меня это пока на уровне идеи. Второе. Есть такая специальность, Наталья, называется геронтология. То есть наука о пожилых людях. Есть врачи-геронтологи. Поэтому еще, кроме психиатра, я могу вам порекомендовать геронтологов. И последнее. Для того, чтобы не было деменции, надо, чтобы пожилые люди делали какие-то вещи им не свойственные. Например, начали стихи учить, может быть, иностранный язык, меняли образ жизни, старались писать другой рукой и так дальше, то есть чтобы у них образовывались новые нейронные связи. Очень способствует. Добрый день. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, с мамой уже я принял, что, то, что она достаточно агрессивно меня воспринимает. Скажем, вчера она мне позвонила, сказала, как вы заменяете это слово, за что ты меня ненавидишь, Мерт, и так далее и тому подобное. Я думал, шит, но она сказала Мерт. Хорошо. Вот. Я для себя, в принципе, принял, что она такая, какая она есть. А маме сколько лет? Маме 55-го года рождения. Ты молодая совсем. Да. И у нее, может быть, проблемы какие-то уже с деменцией? Что она так вдруг стала агрессивно себя вести? Она хочет со мной общаться, я не хочу с ней общаться. В принципе, я даже для себя... То есть у нее адекватная реакция. Она не вообще за что ты меня ненавидишь, а она так чувствует, что вы ее не любите и не хотите с ней общаться. Я правильно понимаю? Я не хочу с ней общаться для того, чтобы не слышать вот таких вот инсинуаций в свой адрес. Значит, скажем, она меня била в детстве. У меня есть, конечно, обиды, я их осознал, в принципе, и просто я не хочу общаться. Она продолжает звонить, всячески пытаться лезть в мою жизнь. Я счастливо женат, у меня родилось 2 детей, то есть у меня все прекрасно. Это мой 3-й брак, но он очень счастливый, очень хороший, прекрасный. И, в принципе, я не очень понимаю, вообще, насколько есть какая-то жизненная необходимость общения моего с моими родителями. Это вопрос ваш, да?
это вопрос, вот ввиду того, что каждый раз, когда я с ней общаюсь, у меня, ну, вот это вот тревожное состояние, как бы я уже, скажем так, если раньше это тревожное состояние могло продолжаться там неделю, месяц после нашего общения, да, то сейчас, в принципе, оно уходит там, ну, за несколько часов. Угу. Ну вот она вчера позвонила, до этого мы не разговаривали с ней там несколько недель. Все было у меня, все хорошо, все спокойно, работа, семья, ну, жизнь просто праздник. Позвонила мама вчера мне, ну, видимо, чуть-чуть в подпитии. И вот эти вот инсинуации. Дальше я вот сейчас в своей голове, пока что еще из нее не выгнал, но гоняю эти мысли, что вот мама позвонила и таким вот образом. А в чем ваш вопрос? Вопрос еще раз. Насколько есть жизненная необходимость вот налаживать какие бы то ни было вообще взаимоотношения, и что делать, делать дальше? Я понял. Вы знаете, я вам скажу как бы, ну, свое, что ли, частное мнение, да? Не вообще так от имени психологии мира, а сам про себя. Я считаю, что если вы с мамой не разобрались, как говорят, незакрытый гештальт у вас остался, то он может повлиять на вашу жизнь. То есть вы можете маму игнорировать, конечно, не звонить, не подходить к телефону и как бы нормально жить, но вот та ситуация незаконченная, которая в вашей душе существует, она может как-то повлиять. Понимаете меня, да? Да, я понимаю, я это чувствую, что вот именно ваши слова, они, ну, я вообще себе в принципе... Может и не повлиять, но может повлиять. Тут я недавно нашел, сегодня утром, значит, такая в Фейсбуке фотография, значит, ну, там вешают каких-то партизан во время войны, и стоят немецкие офицеры, которые, собственно, эту казнь организуют. И там дальше идет такой текст. Одна немецкая журналистка узнала на фотографию своего отца. Это произошло сейчас, ну, там, 10 лет назад, условно говоря, да? И она очень долго страдала, публично об этом сказала, и в конце концов кончила жизнь самоубийством. То есть вот настолько влияет, понятно? Хотя она вообще к отцу не имеет никакого отношения, он, наверное, умер еще до тех пор, ну, то есть когда ей там уж год был, два, неважно. Важно то, что вот такое влияние, она с ним, конечно, там не общалась, узнав, но тем не менее. Поэтому первое, что я хочу сказать, вы должны оценить, насколько незакрытая тема с мамой вообще влияет на вашу жизнь. Это вы должны сами оценить. Я не могу по радио этого сделать. Второе. Вы можете решить эту проблему с мамой очень простым путем. Вот у меня были лекции даже на эту тему, вот называется «Взрослые дети, пожилые родители». Некоторые приходили прямо с родителями, рыдали все. Так вот, вы говорите: мама, я тебя люблю, и у меня есть на тебя обида за то, что ты меня обидела. Я, кстати, могу сразу сказать, это может сколько угодно говорить, мама и сейчас бы вернуться, она опять бы вас била, потому что она неадекватный человек. Не в смысле она вам хотела больно сделать, согласен. Она вообще не контролирует свои эмоции, это даже видно по тому, как она и сейчас себя ведет. Она себя не контролирует сегодня так же. Хотя это обидно. Но обидно не в смысле, за что она меня так себя вела, а что я родился в семье у неадекватной матери. Ну, это, видимо, какой-то мой выбор уже такой. Это не ваш выбор. Когда вы родились, это не был еще ваш выбор, я хочу вас огорчить. Вас не спросили в этот момент. Теперь, самое интересное, как эту проблему действительно можно решить, если вы решите общаться с мамой, да, как можно через общение, как ни странно вам покажется, избавиться от этой проблемы, от обиды, от всего остального. Если вы заставите маму общаться по своим правилам. То есть, абсолютно твердо вы говорите: мама, вот об этом мы говорим, вот об этом мы не говорим. Мама с первого раза не въедет, конечно, и будет косячить, и опять пытаться на старой рельсе. Вы говорите: мам, пока, мам, ты не пропадай, звони, до свидания. С 10-го раза, или мама у вас склонна к алкоголизму? Ну, у нее есть легкая склонность к алкоголизму. И вот то, что вы говорите, общаться по моим правилам, я пытаюсь это еще до того, как первый раз вас услышал, еще с осени я это пытаюсь применять, вот того года, ну, не помогает. То есть я говорю, что не мама... так делайте, нет, вы говорите все один раз. Во-первых, мама не может вам пить, когда она пьяна, это вообще исключено. Вы сразу говорите «до свидания». Если вы решили, даже если вы не правы, вы почувствуете, что она не трезвая, просто пока и все. Я так и делаю. Теперь, у вас есть два варианта. Или мама начинает
понимать, что она может общаться с сыном только по его правилам и на его условиях, и тогда вы получите совершенно другое отношение и другие. Или, если вы видите, что это бесполезно, тогда выбирайте то, что вы и так выбрали, не общаться вообще. Но держать в себе, не закончив эту историю детскую, это действительно может повлиять на вашу жизнь. Добрый день, Михаил. Я Лиза. Первый раз, когда я писала вам, тема программы была не моя, поэтому повторяю, мы с мужем живем 41 год, есть внуки. Проблема в том, что муж у меня не первый мужчина, он меня все годы упрекает в эту... Ой, это анекдот такой гениальный, как лежит мужчина с женщиной в постели, и он ей говорит: слушай, мне кажется, я у тебя первый. Он говорит: смотрю, точно, морда-то какая знакомая. Так мужу можете рассказать. Проблема в том, что муж у меня не первый мужчина, он меня все годы упрекает в этом почти ежедневно, особенно когда выпил, что случается нередко. Я пробовала терпеть, обижаться, выдвигала ультиматумы, штрафовала. Штрафовали? Вы что, в ГАИ работаете? Отвела к психоаналитику 10 сеансов, а ВОЗ она не там. Что я еще могла предпринять? Да ничего, вам не нравится, не живите. Потому что муж может так долго же мозг выносить. А я... Хочу сказать, что вообще иногда, не так часто такие истории у меня бывают в консультации, когда все играют в откровенность, особенно люди неуверенные в себе, типа расскажи, да расскажи, а потом всю жизнь этим попрекают и мозг выносят. Здравствуйте, Михаил. Вопрос, как исправить ошибки допущенного воспитания дочери. Сейчас ей 17, почти 18, считает себя некрасивой. Что-то не нравится, друзья есть, в том числе и парни, в кино, на концерты, тусовки ходят, но исправить можно одним способом: начать своего ребенка поддерживать в любом возрасте. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здрасте. Михаил. Меня зовут Маша. Вам надо и ролики эротически записывать, Маша. У вас комплимент. Такой проникновенный голос. Принято. Давайте, рассказывайте. Спасибо. Ой, хотела выразить вам огромную благодарность за все ваши старания, передачи, эфиры, статьи, все перечитали, в общем, пересмотрели. За слезы наших матерей, я понял, спасибо. Переходите к вопросу. Да. Как научиться... Вот из ваших всех материалов поняла про себя многое, и рада, что поняла, что невротик в том числе. Вот. И теперь уже это замечаю в своем поведении, постанализом, где я среагировала не так, и за знакомыми уже где-то что-то вижу. Вот как теперь, зная вот это все и, в общем-то, вызубрив ваши правила, при этом как научиться в ситуациях встреч с людьми-невротиками, старыми знакомыми, с кем я, не общаюсь уже, допустим, да, но могли быть разные ситуации с осадочком, так скажем, или с новыми невротиками, которых мы, действительно, вы правы, выщелкиваем только так, при взгляде, при первой встрече. Как научиться переключаться с привычного режима реагирования, когда вот эмоции несут, как кони, и ты вслед за ними, на новый, здоровый, по вашим вот замечательным правилам. Маша, так вот, правила для этого и даны, чтобы вы не вовлеклись в этот процесс невротический, а что прежде чем открыть рот, что я говорю людям, которые приходят ко мне в консультации, я говорю: вы теперь будете вести себя как полный тормоз. Почему? Вот вы с человеком разговариваете. Вас на самом деле теперь уже не интересует ни с кем вы говорите, ни о чем. Вас интересует 3 вопроса. Первый: был ли вопрос с его стороны? Правило номер 4, помните? Да. То есть, если не было, я молчу. Если был, то какой вопрос? Это второе. И третье: как правильно ответить на этот вопрос. Вплоть до того, что сказать, не могли повторить последнюю фразу, я не поняла. То есть, вы должны абстрагироваться от темы разговора, от собеседника. Вас интересует только одно: был ли вопрос или нет, чтобы знать, отвечать или не отвечать, и понять, какой именно был вопрос. Даже я на радио переспрашиваю, иногда просто не понимаю, что спрашивают, чтобы на него правильно ответить. И еще: нравится мне ситуация или не нравится? Нравится — продолжай, не нравится — до свидания. Вот тогда вы не вовлекаетесь в этот процесс. Но это требует усилий. Почему? Ваша психика, ваши психические реакции, они уже сформированы. Они на автомате выдают вам определенное поведение. Понимаете, да? Вот. Да. А для того, чтобы его поломать, необходимо затормозить, включить свой мозг. Это не эмоциональная сфера, а наоборот рациональная. И заставлять себя каждый раз прислушиваться, чтобы вот только на это ориентироваться. Был вопрос, не было вопроса, был какой вопрос, нравится ситуация, некомфортно. Я говорю: мне не нравится, и так далее. Понимаете, да? Михаил, меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, как в здоровом варианте должна выглядеть гетеросексуальная ориентация?
То есть привлекать должны все красивые женщины, не только конкретный тип, худые, полные, т.д., как обычно формируются сексуальные предпочтения. Спасибо. Главное, Сергей, если вас мальчики не привлекают, то какие там вас девочки привлекают, вопрос уже не принципиальный. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Аня. Хотелось бы спросить вас, как проще пережить разрыв длительных невротических отношений, которые длились 5 лет. Разрыв просто произошел не по моей инициативе, но сейчас есть стойкое желание уйти от этого, то есть нет желания позвонить, написать, но постоянно грустно, постоянно думаю о нем. Давайте, Аня, разберемся. Я вас понял. Как уйти? Легко, хотя не очень. Первое — осознать и взять на себя ответственность за свой выбор. Вы готовы? Что вас никто не обманул, не подставил, не разочаровал. Это ваш был выбор. Вы 5 лет находились в отношениях по собственной воле. Вы согласны с этим? Да. Что могли соскочить в любой момент. Второе. Что эта история не про любовь, а про невротические отношения. Это не одно и то же. Вы согласны с этим? Согласна. Невротики меряют любовь уровнем страдания. В этом их отличие от здоровых людей. Здоровые люди меряют, говорят, ты любил? Говорят, я очень любил, я был счастлив. Невротик говорит, вот я прямо так вот прямо страдала, так переживала. Я могу сказать, мне это помогло, например, перестать курить. А курил я 37 лет. Это больше, чем вы в невротических отношениях. Я находился с сигаретами. Так вот, когда я сказал себе, что я не люблю курить, а 37 лет я любил курить, обратите внимание на разницу подходов. Люди не бросают или им тяжело расставаться с тем, что они любят. И это нормально. Но когда я сказал себе, что я не люблю курить, но у меня реальные проблемы, я зависимый, после этого я перестал курить в течение 1 месяца. Если вы 2 вещи эти скажете сами себе, с собой договоритесь. Первое, что это ваша ответственность за эти отношения, она полностью на вас. И второе, что эта история не про любовь, а просто как невротик вы нуждались в каких-то эмоциях определенных, и ваш мужчина вам их давал. И это не потому, что там кто-то кого-то любит, это вообще никто никого не любит. У невротиков там другая ситуация. Они хотят получать какие-то определенные переживания, да? Ну, я как-то рассказывал в одной из передач, что любовь, собственно, это и есть детские переживания, там больше ничего нету. И вот за счет этого строятся отношения. Вот можете сказать более конкретно, там, что вам не нравилось, из-за чего, собственно, и расстались? Расстались, не по моей инициативе, то есть мне постоянно, когда что-то не нравилось, следуя вашим правилам, всегда я сразу говорила, что вот мне такая ситуация не нравится, мне неприятно. А вы помните, что это правило имеет одну особенность? 1 раз. Да, а вы же, наверное, не 1 раз говорили, а 5 лет. Да, к сожалению, так. То есть, смотрите, первая ваша ответственность в том, что вы уже сказали, что не нравится, человек не менялся, а вы продолжали с ним жить. Это как бы, скажите, это я, сделал. Я могла уйти всегда и могла уйти 5 лет назад. Так бы сейчас не парилась бы, правильно? Конечно. Как-то так, да. Чувствую, что пора уже все поставить точку, просто мешают, постоянно возвращается это все в мыслях. Потому что я не сорвусь, но... Где в этом дело? Да, пожалуйста, я считаю, что когда ко мне люди приходят, по приему, говорят, да звоните, пишите, быстрее пошлют просто, вот и вся разница. Вот. Дело вот в чем, что вы должны понимать, что такие отношения, которые у вас были, они вам давали эмоции, а сейчас, как вашего драгдилера убрали, понимаете, и черпать неоткуда. А хочется. И вот это абсолютно такая наркоманская ломка у вас происходит. Будет тяжело одно, идите к психологу, решайте проблемы с психологом. Это обычно очень сильно облегчает. Друзья мои, спасибо за вопросы. Я прощаюсь до следующей субботы. Пока.